Ну вот и началась самая интересная работа — раскрашивание нашего эскиза краской. По сути, весь процесс состоит из таких этапов. Значит, первое, сейчас мы рисуем все отдельные объекты: глаза, брови, нос, губы, носогубные складки. Потом обводим контуры лица. Сверху это волосы у нас будут, по краям, снизу, где подбородок, шея. И у нас останется такое пустое пространство между этими объектами, которое нужно будет заполнить тоном. То есть вот этими тенями, полутенями. Когда мы рисуем какой-нибудь объект, то есть когда мы раскрашиваем краской, надо всегда исходить из правила, чтобы идти от темного к светлому. От самого темного постепенно к самому светлому. Это правило работает вообще на всех объектах и вообще на всем портрете в целом. Это также будет работать и на прическе, и на лице. Вот когда мы будем заполнять тенями все вот эти пустоты между нашими объектами, между контурами лица, мы тоже будем исходить из этого правила. Будем идти от темных теней, от самых темных теней, потом к каким-то средним. В общем, будем постепенно идти к самому светлому, к бликам. Старайтесь все очень точно копировать, почаще смотрите на фотографию, делайте все как там. Чем более точно вы скопируете, чем более реалистично у вас будет портрет. Вот, кстати, например, брови я рисую всегда таким способом. Не за один раз, а за 2 раза обычно. Ну и потом еще в конце, когда портрет заканчиваю, еще какие-то корректировки можно туда внести. Их, можно сказать так, затонирую с правильным направлением. То есть как у нас брови растут, в таком же направлении я и кисточкой работаю. А потом уже можно немножечко ластиком пройтись и слегка смоченной тоненькой кисточкой, не сухой, а смоченной в жидкой краске с маслом, тоненькие волоски можно нарисовать. Ну, там надо смотреть по ситуации, в каждом портрете по-разному.
Зубы всегда нужно рисовать очень аккуратно и осторожно. Бояться, по крайней мере, не надо, но тем не менее нужно иметь осторожный подход. Здесь также есть самые темные места и самые светлые места блики. Но дело в том, что они рассеяны по всей поверхности этого объекта, поэтому их нужно выискивать, опять же, идти от темного к светлому. Вот когда мы нарисуем уголки рта, у нас как-то сразу уже появляется представление о том, как будут выглядеть вообще все зубы, губы, полностью все. Вот, поэтому я обычно начинаю с уголков рта. Потом я обвожу контуры губ. Не какой-то четкой прям такой линии, а так, как это на фотографии. Если она размытая, то мы ее рисуем размытой. Вот эта граница, где будет соприкасаться надгубная часть с губой. То есть вот эти вот все границы, они иногда не бывают очень четкими. Мы их и не рисуем такими четкими, хотя иногда хочется. А затем в краске я выделяю опять же самые-самые темные места. Прохожусь по ним. По мере того, когда краска у меня в кисточке заканчивается и начинает рисовать светлее, я перехожу к более светлым местам. И так постепенно мы идем к светлому. И обратите внимание, зубы у нас идут, передние зубы, они у нас как бы понятно, что впереди находятся, а те, что подальше, те сзади. То есть нам нужно вот эту полукруглость тоже показать. И я сразу немножечко притонировал зубы, которые сзади. Передние тоже немножечко притонировал, потому что когда мы будем работать ластиком, нам без этого никак не показать, где у нас блики в зубах. Ну вот, сейчас у нас все объекты нарисованы первично. Они, конечно, должны еще быть прорисованы окончательно. Вот. Мы переходим к контурам лица. И у нас появится пространство, которое нам нужно заполнить полутенями, тенями и прочее. Потом будет этап прорисовки всего этого. Будут добавлены белой краской блики в глазах. Поработаем ластиком. У нас будет кожа блестеть в нужных местах. Тоже будут блики. Ну вот, собственно, примерно такая работа нам предстоит с лицом.
А потом будем переходить к прическе. Будем рисовать волосы. Я немножечко залез на челку, повторил там направление, которое у нас карандашом нарисовано. Таким образом я заканчиваю этот этап работы. Таким образом я буду больше сориентирован, когда буду рисовать тени, и мне это будет только на руку. Это не последняя прорисовка, там будет еще. А в самый последний этап рисования портрета нужно пройтись по всем местам, где мы рисовали. Так сказать, контрольная прорисовка. Она должна быть обязательно. Иначе иногда может портрет быть не законченным. Иногда я это делаю вообще спустя какое-то время, может быть не менее часа-двух или вообще на следующий день. Для того, чтобы просто глаз у нас не замылился, а отдохнувшим новым свежим взглядом посмотреть и найти какие-то недочеты, выявить их будет проще.
Ну вот мы практически подошли к следующему этапу, когда можно уже начинать рисовать тени на лице. Еще немножечко поработаем ластиком. Сильно прорисовывать на этом этапе у вас все равно не получится, потому что вы будете дезориентированы, так как не будете видеть всей картины в целом. Поэтому рисуем максимально, насколько можем, насколько у нас есть понимание, как нужно рисовать. Потом, после того, когда мы нарисуем тени, нам будет легче. И будет потом следующий этап прорисовки. А вот, кстати, кисточка, о которой я говорил как-то в одном из своих прямых эфиров в Instagram. Совсем недорогая, но очень хорошо работает. Вот смотрите, мы опять идем от темного к светлому. Но затонировать нам нужно все лицо. Даже там, где самые светлые объекты, тоже слегка, но нужно притонировать, потому что там надо будет работать ластиком. У кожи тоже будут блики, а мы рисуем в реалистичном стиле, поэтому идем по всем правилам, как я вам говорю, так и делайте. Не бойтесь перетемнить, но в то же время свет нужно оставить на портрете. Потому что сделать еще темнее можно, а вот светлее только там, где мы сможем работать ластиком. Как бы общую тональность. Потом нужно будет брать другие кисточки и вокруг каждого объекта эту тональность мы уточняем. И как я уже говорил, идем от темного к светлому. Там, где у нас самые темные тени, обычно это возле глаз, вот там мы начинаем работать. Вот эти вот границы от наших объектов к коже, пустому пространству, если можно так сказать. Вот идем от объектов к
пустым пространством на коже. Ну и от темного к светлому одновременно. Вот так у нас постепенно будет появляться мимика. У нас стали глаза больше казаться, чем были, потому что мы поработали с тенями. Это очень влияет. Работаем аккуратно. Опять же, не сразу прорисовываем все тени, как положено. Просто к этому стремимся. Но сначала мы это делаем крупно, а потом уточняем уже более мелкими и точными кисточками. Я обычно это делаю два этапа. Даже можно сказать, что весь этап, когда мы рисуем тени, полутени на лице, он делится у нас на три части. То есть задаем общую тональность, потом работаем кисточкой поменьше, вот примерно такой, как я сейчас работаю. Рисуем какие-то основные такие тени, а потом возьмем кисточку еще меньше размером и еще точнее будем прорисовывать. Так несколько этапов. Потом уже мы поработаем ластиком. Потом у нас появится какая-то общая картина, на которой мы будем выявлять наши недочеты и устранять их. Вот примерно так выглядит этот этап работы. Потом еще раз мы пройдемся по объектам, по глазам, по зубкам, там где блики, все это подчеркнем. Реснички отдельно подрисуем каждые волоски. И лицо будет практически готово. Но когда мы нарисуем еще и волосы, то у нас станут заметны еще какие-нибудь недочеты на лице. Где-то должно быть потемнее, какое-то место у виска, которое нам казалось на предыдущем этапе не должно быть темнее. Когда появятся волосы, сразу станет ясно, где что не так. И так постепенно мы крадемся и крадемся короткими шагами к нашему результату, к законченному портрету. Получается, если разбить весь портрет на какие-то моменты отдельно взятые, уроки станет все понятно, как это делается. Оказывается, ничего здесь сложного нету. Просто нужно выполнять каждый этап качественно. Да, и не старайтесь не пробегать на каком-то этапе, пренебрегать какими-то видами работ, потому что следующий этап из-за предыдущих недочетов может у вас вообще не получиться или получиться хуже. Получаться начнет с какого-нибудь 4-5 раза.
Если вы усидчивы и работаете с каждым разом все лучше и лучше, то будет получаться еще быстрее. Кстати, вот этот конкретный портрет я выбрал не случайно, потому что здесь очень сложная работа с тональностью на лице, с тенями, с полутенями. Здесь их очень много. Можно было выбрать просто, где девушка не улыбается, точнее, чтобы не видно было зубов, то есть зубы вообще не нужно рисовать, но мне надо было продемонстрировать, как все это делается. Обычно, когда лицо девушки в спокойном состоянии находится и свет падает прямо на нее, немножко сверху, то это очень просто вообще сделать. По краям у нас будет немножко потемнее, где-то в районе глаз тоже. Вот, а все остальное просто как кругленькое, как яичко. А здесь видите, как много разных моментов. А вокруг рта только появились у нас носогубные складки. Каждый из них бросает тень. От носа падает тень. Такие портреты сразу не получаются хорошо. Они получаются, но не очень хорошо, не так, как на фотографии. Видите, постепенно у нас появляется рельеф лица, которого не было. Он был плоский, а сейчас лицо становится объемным изображением. Ну, скажем так, с тенями мы закончили процентов на 70, на 80, наверное, будет потом еще работа уточняющая.